У тебя есть цель в этом мире, но у тебя опустились руки, и нет сил двигаться вперед. Вставай и не сдавайся. Ты придешь к любой цели только в том случае, если будешь продолжать идти и расти. Специально для вас я подготовила видео, которое замотивирует тебя двигаться вперед и достигать своей цели. Ведь если нет мотивации, то и нет энергии делать шаги навстречу своей мечте. Ты просто стоишь на месте. Если у тебя похожая жизненная ситуация, нет сил двигаться вперед, апатия, смотри это видео до конца. Одна из вещей, которые мы знаем о жизни, это то, что она постоянно меняется. Иногда ты на высоте, а иногда ты катишься вниз. Иногда все идет хорошо, а иногда просто отвратительно. Это и называется жизнью, и нам нужно научиться понимать и принимать это. А не искать стабильности, ведь будут взлеты и падения. Но именно в эти трудные моменты жизни и происходит настоящий рост. Вот где нужна особая работа над собой. Любой будет чувствовать себя хорошо, когда у него крепкое здоровье, счастливые отношения, оплаченные счета и нет долгов. Любой в такой ситуации будет позитивным, но настоящий вызов, способствующий умственному, эмоциональному и духовному росту, возникает лишь тогда, когда вас сбивают с ног. В такие моменты нам хочется задать вопрос: ну почему это случилось со мной? Почему мне так не везет? Хочется, чтобы нам посочувствовали, хочется, чтобы нас пожалели. На свете есть ужасные вещи, которые случались с людьми. Есть ужасные поступки, которые люди делали по отношению к других. Да, многие вещи несправедливые. Но жизнь – это борьба и прежде всего борьба с самим собой. И каждый человек создает себя сам. Но только единицы могут это принять. Нужно не жаловаться и не искать сочувствием, а задавать себе правильный вопрос. Какие мои ошибки привели к этому? Чему я научился в этой ситуации? Как эта проблема поможет мне стать лучше и сильней? Решите для себя, вы хотите эту боль просто пережить и забыть, как страшный сон, или получить от этого новый опыт и рост. Поймите, ни одна проблема не оставит вас, пока вы не переработаете и не перерастете ее. Вас всегда будут окружать люди, которые будут причинять вам боль, которые будут негативно влиять на вас. Вокруг вас всегда будет что-то происходить. Самое главное, что нужно сделать, это обуздать свою волю, позволить ей двигать вас дальше, чтобы вы могли расти, продолжать жить, неважно, что происходит вокруг. Важно лишь то, что вы собираетесь с этим делать. У каждого из нас, абсолютно каждого в жизни, были тяжелые времена. Провалы в личной жизни, травмы, проблемы со здоровьем, несправедливое отношение окружающих и близких. Все мы пережили какую-то личную трагедию или переживаем ее прямо сейчас. И вы можете либо позволить ей разрушить свою жизнь, либо сделать вас сильнее. Только так это работает. Только вы можете принять решение, что не позволите этому случиться, что вы выше этого. Жизни все равно, насколько ты хорош, насколько ты талантлив, и сколько времени работаешь над собой. Абсолютно у всех бывают моменты, когда что-то идет не так, не по плану. Бывают моменты, когда все неприятности, которые могут случиться, случаются. Называйте это как угодно: закон подлости или принцип Мерфи. Почему так? Я сама не знаю почему. Просто это жизнь. С этим нужно смириться и просто принять, что иногда не все в нашей власти, но мы часто просто жалуемся и не предпринимаем абсолютно никаких действий, чтобы что-то изменить. Более того, мы чаще ухудшаем те ситуации и вещи, о которых мы жалуемся. Но реальность такова: хочешь результата? Работай, учись, развивайся и продолжай делать все, что задумал. Продолжай действовать, несмотря ни на какие обстоятельства, несмотря на прошлые ошибки. Всем нам иногда хочется просто отступить и уйти в себя, закрыться от всего происходящего. И иногда действительно нужно это сделать. Уйти в себя, освободить голову от лишних мыслей и перезарядить свои батарейки.
а затем вернуться и посмотреть на все это под другим углом. Даже если что-то ужасное и плохое случилось с тобой, ты не жертва, ты выживший человек, который заслуживает уважения, но нельзя жизнь принимать как данность, за нее нужно бороться за себя и не позволять себе опускать руки. Если вы хотите начать движение к своему самосовершенствованию, вы должны быть готовы идти против течения, против толпы, вы должны быть готовы обуздать свою волю. И несмотря ни на что сказать себе: «У меня все под контролем», я не позволю этому сломить меня, я не позволю разрушить себя, я вернусь и стану еще сильнее и лучше. Благодаря этому, вместо того, чтобы жаловаться, искать оправдания или ныть, подумай, как ты можешь исправить ситуацию, улучшить себя. Помочь другим – весь твой накопленный опыт, пусть даже неприятный или сложный, сформировал тебя. Без него ты бы не был тем, кто ты есть прямо сейчас. Жалеть себя или упорно добиваться своей цели – это твой выбор, ныть и жаловаться или развивать себя – это твой выбор, жить в прошлом или сфокусироваться на будущем – это тоже только твой выбор. Сделай выбор. Просто реши, как должно быть, кем ты должен стать. Просто прими это решение.